Здравствуйте, я Дмитрий Хаустов. Мы с вами в Музее Победы на Поклонной горе. В музее находится 6 невероятно интересных диорам, которые создали мастера-художники-баталисты знаменитой студии Грекова. Эти диорамы погружают в основные события Великой Отечественной войны: битва под Москвой, Курская и Сталинградская битва, блокада Ленинграда и переправа через Днепр и, конечно же, штурм Берлина. Диорамы огромные, размер каждого полотна высотой с 3-4-этажный дом, ну а длина больше баскетбольной площадки. Все 6 диорам музея состоят из основного полотна размером 33 метра в длину и 10 метров в высоту, и картин, написанных на стенах, которые дополняют события тех дней. Итак, мы зашли с вами в диораму, посвященную битве за Москву. Маршал Победы Георгий Жуков это сражение называл самым важным из всех. Вот на этой стене представлен бой на Бородинском поле. В октябре 1941 года в Великую Отечественную войну в составе немецкой армии против Советского Союза сражались солдаты почти всей Европы. На Бородинском поле в смертельной схватке сошлись тогда русские и французские солдаты. В этот раз наследники Бонапарта ворвались в Россию в составе 638-го пехотного полка вермахта. Это была либо случайность, или французы мечтали о реванше. Кстати, у Бородина фельдмаршал фон Клюге обратился к французским солдатам с речью, напомнив о том, как во времена Наполеона французские и немецкие солдаты сражались здесь бок о бок против общего врага в России. На следующий день французы смело пошли в бой, но не выдержали ни мощной атаки противника, ни сильного мороза и метели. 32-я краснознаменная стрелковая дивизия полковника Виктора Полосухина сделала то, что и кутузовские богатыри, разгромила французов в пух и прах. Впрочем, не одних лишь французов. Французский легион понес огромные потери, был разбит и отправился домой. В этой части на стене изображен легендарный парад на Красной площади, вот в той части. А здесь Москва, осень 1941 год, сложнейшее положение под Москвой. Комитет обороны вводит осадное положение. По улице Горького, нынешняя Тверская, движутся танки, пехота. Всюду видны противотанковые заграждения. Около 1000 зенитных установок охраняют день и ночь московское небо. 600 воздушных аэростатов висят в небе над городом. Москва готовится отразить нападение. Несмотря на осадное положение, 7 ноября на Красной площади проходит легендарный парад. Наши солдаты идут по Заслеженной площади прямо на фронт, а в это время на аэродромах стоят сотни истребителей, защищая небо над Москвой и готовые в любую минуту взмыть навстречу врагу. Парад имел, кстати, и огромное значение для поднятия морального духа армии и всей страны. Он показал всему миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен. В тот день во всем мире не было важнее новости, чем новость о параде. Москва стояла насмерть. Ну а здесь изображен подвиг панфиловцев. 16 ноября 1941 года, всего в 7 километрах от Волоколамска, путь врагу преградила 316-я стрелковая дивизия генерал-майора Ивана Панфилова. Она была атакована силами 2 танковых дивизий противника. У деревни Дубосекова панфиловцы на целый день задержали крупную вражескую группировку, тем самым позволив передислоцироваться основной группе советских войск. Подвиг 28 героев-панфиловцев стал символом мужества и героизма советского солдата. Ну а это главное полотно диорамы контрнаступления под Москвой художника Евгения Данилевского. Она рассказывает о событиях, происходивших уже в конце ноября 1941 года в районе города Яхромы Дмитровского района Московской области. Перед нами открывается картина прошедшего боя, одного из множества боев, ежечасно разгоравшихся по всей линии фронта. Вот видите, еще дымятся пепелища домов. В деревне Афанасово жители деревни, женщины и дети провожают советских бойцов, которые направляются к переправе. Вот туда, к каналу Москва-Волга, готовы вступить в бой. 2 танка Т-34
движется к переправе, обгоняя солдат ценой огромных потерь. В начале декабря 1941 года противник прорвался к каналу Москва-Волга в районе Яхромы, но дальше продвинуться не сумел. Разрабатывая планы войны против Советского Союза, политики и стратегии нацистской Германии придавали захвату Москвы важнейшее значение. Гитлер заявлял, там, где стоит Москва, должно возникнуть огромное море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа. Нацисты планировали захватить Москву еще в летний период, затопить ее и уже дойти до Урала. Но 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. Оно переросло уже в наступление по всему фронту. Враг был отброшен на 250 километров от столицы. И победа под Москвой стала первым крупным поражением вермахта с начала Второй мировой войны. И окончательно похоронила стратегическую установку гитлеровского командования на молниеносную войну «Блицкриг». Автор диорамы, художник Евгений Данилевский, так отзывается о своей работе. «Я видел свою задачу в том, чтобы не просто изобразить на холсте эпизод боя, а передать масштаб всего сражения, нравственную значимость победы под Москвой. Именно с нее началась нелегкая солдатская дорога на Берлин. Хотелось, чтобы при взгляде на диораму зритель ощущал сопричастность к родному краю, с которого начинается отчизна. Картина боя сознательно отодвинута на второй план, но главными героями становится русская земля и люди, уходившие умирать за эту землю».